Это история Джулии, красивой и любящей природу девушки, страдающей эпилепсией. Она часто отправляется на прогулки в лес, чтобы обрести покой и укрепить свое здоровье. Однажды, отдыхая в своей палатке после долгого путешествия, Джулия слышит снаружи слабый крик. Она выходит и находит маленького волчонка, который выглядит очень слабым и беспомощным. Осознав, что матери-волчицы нет рядом, и понимая, что волчонок не сможет выжить сам по себе, Джулия решает забрать его домой. Она называет его Чарли и хорошо о нем заботится. Понимая, что она не сможет вечно держать в своем доме дикого волка, Джулия отвозит Чарли в ближайший центр охраны дикой природы. Здесь она знакомится с Джоном, добрым сотрудником, который обещает заботиться о Чарли и разрешает ей регулярно навещать его. Со временем Джулия и Джон сблизились, разделяя общую любовь к природе и животным. Они вместе заботятся о Чарли, относясь к нему как к члену семьи. Их отношения расцвели, и Джон сделал Джулии предложение. Она с радостью согласилась, и они запланировали свою предстоящую свадьбу. Однако произошла трагедия, когда Джулия внезапно умерла от эпилептического припадка. Джон был безутешен и решил одеть ее на похороны в свадебное платье, о котором она всегда мечтала. В день похорон все были опечалены кончиной молодой девушки. Внезапно появился Чарли, вбежал в комнату и прыгнул прямо в гроб, отказываясь покидать его. Странные действия волка удивили Джона и всех остальных. Почувствовав неладное, Джон вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи после тщательного обследования обнаружили, что Джулия на самом деле не мертва, а у нее каталепсия – редкое заболевание, при котором у нее практически исчезают жизненные показатели. Благодаря чуткости Чарли Джулию срочно доставили в больницу и спасли. Когда Джулия проснулась, она не могла поверить в то, что произошло. Джон рассказал ей эту историю, и они вместе прослезились, благодаря волка за спасение ее жизни. После этого события Джулия и Джон поженились, а Чарли был почетным гостем. Их история стала популярной, продемонстрировав особую связь между людьми и животными. Джулия продолжает счастливо жить с Джоном, дорожа жизнью и любовью, которые у них есть. Эта история напоминает нам о силе доброты и волшебстве, которое может принести любовь. Иногда существа, которых мы спасаем, становятся нашими спасителями. Отношения Джулии и Чарли тому подтверждение. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.